Всем привет, друзья! Сегодня пеку блинчики, фаршированные мясной начинкой. Мясо в этом рецепте можно использовать любое. У меня говядина. Это мясо сейчас нужно будет отварить. Для того, чтобы мясо не потеряло сочность в начинке, я его буду отваривать в кипящей воде, забрасывать в кипяток. Вот, посмотрите, идет такое активное бурление. Мясо заранее промыла. Это мякоть. Я люблю, когда много начинки в блинчиках, поэтому готовлю сегодня 1,5 килограмма мяса. Мясо, заброшенное в кипяток, сразу покрывается такой вот сверху защитной пленкой и внутри остается сочным. И вот сейчас нужно будет дождаться повторного закипания. И вот теперь мясо нужно будет хорошенько насытить солью. Я использую розовую соль. Накрываю крышкой, ставлю на умеренную температуру и готовлю до готовности мяса. Никаких других специй я сюда добавлять не буду. Отварную говядину, перекрученную через мясорубку, буду сдабривать репчатым луком. Мне нравится, когда много лука в начинке. Это на 1,5 килограмма отварного мяса у меня идет 3 средние луковицы и 3 крупные луковицы. Лук нужно будет мелко порезать. И чтобы создать нежность и мягкость в начинке, лук мы будем обжаривать на небольшом количестве подсолнечного масла. Поэтому, если у вас не получится порезать мелко, не страшно. Лук обжаривается, становится мягенький, и мы его еще будем перекручивать через мясорубку вместе с отварным мясом. Просто если лучок мелко нарезать, он быстрее обжаривается, карамелизируется и отдает все свои вкусы при жарке. Не любите лук, значит, можете добавить его по минимуму. В сковороду наливаю небольшое количество подсолнечного масла, масло без запаха. И для баланса вкуса в разогретое масло добавляю щепотку сахара. В разогретое масло отправляю лук. Солю, солим по вкусу. Лук обжариваю до мягкости и золотистости. А теперь давайте приготовим блинное тесто. Блинчики буду готовить на пресном тесте. Блинчики вообще готовятся только на пресном тесте, а блины, к примеру, готовятся уже на дрожжах и с добавлением разрыхлителя или питьевой соды. Блины толстые, блинчики тонкие. Для тонких блинчиков нам понадобится
2 средних яйца, столовая ложка розовой соли. Если вы будете использовать йодированную соль, тогда чайная ложка сверху. 2 столовые ложки сахара. Сахар для баланса вкуса блинчиков и для цвета. Когда их поджариваешь, они получаются такие очень румяные и золотистые. Добавляю сюда 3 столовые ложки подсолнечного масла без запаха, 500 мл молока жирностью 3,5%. Все продукты для приготовления блинного теста комнатной температуры. Как только кристаллики сахара и соли растворились, добавляю сюда 475 грамм муки. Мука высшего сорта. Для того, чтобы блинчики долгое время не черствели и оставались мягкими, я сюда добавлю пару ложечек рома. Можно использовать коньяк или водку. Я их всегда лью на глаз. Вот, посмотрите, получается вот такое густое тесто. Из такого теста тонкие блины не получатся. Поэтому мы сюда будем добавлять минералку с газами. Я использую медиум. Наливаю 300 миллилитров минералки. И сейчас будем смотреть, хватит нам этой жидкости или будем еще добавлять. Ровно 300 миллилитров. Хорошо размешиваем. Я думаю, что тесто еще густоватое. В процессе расстойки оно станет гуще. Поэтому добавим еще сюда 100 миллилитров жидкости, 100 миллилитров минералки. В общей сложности нам понадобилось 400 миллилитров минералки. Вот, все, теперь отлично. Блинное тесто я всегда процеживаю. Мне нравится, чтобы в тесте не было ни единого комочка. Тогда блинчики получаются такие однородные, пористые. И теперь блинному тесту нужно будет дать настояться. В процессе настойки тесто может стать густым. Его можно будет потом разбавлять минералочкой или молочком, как вам нравится. Посмотрим. Мясо готово. Посмотрите, какой красивый наваристый бульончик получился, несмотря на то, что мы кусочки мяса закидывали в кипящую воду. На этом бульоне, на говяжьем бульоне, можно приготовить очень вкусный борщ.
Теперь кусочки мяса нужно будет хорошенько остудить и прокрутить через мясорубку вместе с жареным луком. Вот такая порция жареного лука у нас получилась. И пока мясо будет остывать, мы пожарим блинчики. У меня вот такая вот специальная сковородка. Я ее использую только для выпекания блинов. Сковороду нужно будет хорошенько разогреть. И перед началом выпечки блинов разогретую сковороду смазываю небольшим количеством подсолнечного масла. Больше сковороду я смазывать не буду. Она такая антипригарная, блинчики не прилипают. На раскаленную сковороду выливаю небольшое количество блинного теста и очень быстро его распределяю по всей сковороде. Чем выше температура, тем быстрее пропекаются блинчики. Внешнюю сторону пропекаю подольше. Я на нее буду укладывать начинку, а вот эту вот внутреннюю сторону пропекать долго не нужно, так как на ней мы будем зажаривать блинчики или запекать. Поэтому она должна быть вот эта сторона светленькая. Итак, чтобы блинчик быстро перевернуть, его нужно вот так вот с краешку поддеть ножиком. Посмотрите, какая красота. А вы знаете о том, что блин или блинчик является символом солнца? Посмотрите, он такой же желтый, круглый и горячий, как солнышко. Вот смотришь на этот блинчик и радуется глаз. Очень удачное тесто, блинчики тоненькие, очень ароматные. И вот таким образом буду поступать, пока не пережарю все блинчики. Вот излишки теста можно вот так вот выливать снова в чашку, чтобы блинчик был тоненький, тонюсенький. Вот такая увесистая стопочка блинчиков у нас получилась. Блинчики обязательно прикрывайте, чтобы они сверху не подсохли. И теперь займемся начинкой. Мясо остыло, я его порезала на кусочки. Мясо вместе с обжаренным луком нужно будет прокрутить через мясорубку. Мясная начинка готова. Что еще сюда в нее можно добавить? Если вы не досолили, значит досаливаем. По вкусу добавляем черный перчик. Если мясо ваше без жирка, можете добавить сюда бульона, в котором варилось мясо. Вот прям сверху снять бульончик и добавить.
Можно по вкусу добавить сюда сливки или, допустим, приготовить соус бешамель и развести мясную начинку. Но я не рекомендую этого делать, потому что молочные продукты перебивают вкус мяса. И мясо рекомендую варить одним куском, не делить на маленькие кусочки, чтобы из мяса не вываривался вот этот вот сок, чтобы сочность оставалась внутри. Вот эти вот все маленькие нюансы играют очень важную роль. Потом начинка у вас будет очень вкусная, сочная, соки из мяска никуда не будут не выбегать, не вытекать. И еще очень важно, да, как я и говорила, мясо закидывать в кипящую воду. Теперь все это хорошенько перемешиваем, и начинка наша готова. Посмотрите, сколько много ее получилось. Начинку можно также заморозить или положить в холодильник и на следующий день испечь новую порцию блинчиков, начинить. Очень сытно и вкусно. Эти блинчики идут как самостоятельное блюдо, очень хорошо. Так, что я еще решила сегодня сделать? Еще одну начинку на такой восточный манер. Мне эта начиночка очень нравится. Для начинки я заранее отварила круглозерный рис, такой кругленький, пузатенький. Вот такой рассыпчатый он у меня получился. Добавляю сюда мясной начинки, 1 к 1 делаю. И наливаю небольшое количество бульона, в котором варилось мясо. Солить не буду, так как в бульончике уже есть соль. И по вкусу обязательно добавляю зиру. В рисе она очень хорошо сочетается. По-немецки зира называется кройцкюмель. Есть 2 разных приправы: кройцкюмель и кюмель. Кюмель не подходит, нужно брать кройцкюмель. Кройцкюмель в переводе означает зира. Очень ароматная приправка, поэтому с ней не переборщите. Вот так вот все бульончиком разбавили до нужной консистенции. Рис еще в себя впитает бульончик, и получится очень вкусная начиночка. По вкусу сюда можно также добавить зеленый лучок, петрушку. Вот, начинка готова. Блинчики будем заворачивать в форме трубочки или конвертика, кому как нравится. Начинку выкладываю на поджаренную сторону. И закручиваю. Вот, посмотрите, получается вот такая симпатичная трубочка.
очень-очень вкусное. Его можно подать на праздничный стол. С фаршем, конечно, блинчики готовятся намного быстрее, но они получаются, на мой взгляд, не такие сочные, как из отварного мяса. Вот такая огромная горочка блинчиков у нас получилась. Завернутые блинчики больше половины буду запекать в духовке. Остальные блинчики буду поджаривать на топленом сливочном масле до румяной корочки. Эти блинчики рекомендую кушать горячие, с пылу, с жару. Они тогда очень-очень вкусные. Если вы вот, к примеру, не хотите сейчас вот перепечь все блины, просто у меня гости, и я буду их все перепекать, то тогда по мере надобности доставайте из холодильника, можете их заморозить и обжаривать на сковородке с одной и с другой стороны до румяного цвета или запекать в духовке. Запекать в духовке буду в квадратной вот форме. Форму смазываю топленым сливочным маслом. Можно использовать также сливочное масло, но мне больше нравится с топленым. Дно формы смазываю. Бока тоже. И укладываю слой блинчиков. И вот так слой блинчиков уложили, и сверху их тоже немножко смазываю топленым сливочным маслом. Какие блины без масла. И обжаривать блинчики тоже буду на топленом сливочном масле. Маслу дадим хорошо нагреться. Можно обжарить и на сливочном масле, но на сливочном масле они начинают очень быстро гореть. А это чистый продукт, без всяких добавок, домашнее топленое сливочное масло. Можно купить уже готовое в магазине, оно тоже очень хорошее, называется по-немецки Butterschmalz. В любом супермаркете можно купить, в Aldi, в Rewe, Kaufland. Все, закладываем блинчики. Как только на одной стороне поджарится до румяного цвета, переворачиваем на другую сторону.
Вот на одной стороне блинчик поджарился. Переворачиваем на другую сторону. Вот такие потрясающие блинчики у нас получились. Посмотрите, как красиво они зажарились. Очень ароматные. И аромат этих блинчиков не даст вам задуматься о их калорийности. Я вам честно говорю. И давайте сейчас посмотрим, как блинчик выглядит в разрезе, в разломе. Разрежем его ножом. Два блинчика уже продегустировали. Что я вам хочу сказать? Это просто волшебный вкус. Давайте сейчас разрежу для вас один блинчик. Посмотрите, блинчики очень хорошо держат форму. Много мясной начинки. Посмотрите, как они выглядят. Очень богатые, румяные. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.